Как за полсезона сделать 30 миллионов рунических монет? Погнали, расскажу. Музычку! Очень много людей у меня спрашивает, где же брать рунические монеты, ну или камни. В крайнем видеоролике, ссылочка будет сверху, я на своем примере рассказал и показал, как легко и просто можно за одну неделю сделать 4000 рунических камней. Где-то, возможно, это и сложно, есть, конечно, свои нюансы. Ваш замок должен быть 40 уровня и иметь определенную прокачку. Также вы должны играть в большом клане, который в свою очередь играет в Лиге Асгарда и закрывает там клановые ивенты. Возможно, это и сложно, но тем не менее это все возможно, это все реально. И как по мне, здесь проблема в желании самих игроков играть в больших кланах. Кто-то начал писать, что это дорого, это затратно, это невыгодно и так далее. Но здесь бы я тоже поспорил. В крайнем мини-асгарде я потратил 2 БТ8. То есть у меня было 6Б, осталось 4Б. Мы играем на Т8, исцеляем их, тратим невероятно много ускоров. Сколько же ускоров я потратил? Я потратил 100к 7-дневных. Это легко посчитать, поскольку сейчас качается гард обороны. Вот, я потратил плюс-минус 100 тысяч недель 7-дневных и 2 Б осколков, 2 БТ8 на один мини-асгард. И при этом я забрал все клановые плюшки, я забрал все личные плюшки, заработал и рунические камни, и монеты. И очень так неплохо покайфовал, понаслаждался и немного так подкачался, скажем честно. Да, много кто начал писать, здесь зависит от рандома, какие соперники попадутся в битве кланов, какие соперники попадутся в битве королевств, ярость и так далее. Но, как вы знаете, за неделю ярости я сумел заработать 4000 рунических камней. Из них это 2500 за ивенты и 1500 это купленные в сезонном магазине за 15 миллионов рунических камней. То есть мы с вами уже знаем, что за неделю ярости мы можем заработать 15 миллионов рунических камней. Давайте же посмотрим. БК нам дает всего-навсего 500к рун монет. То есть где наш любимый калькулятор? Если мы заработали 15 миллионов, сразу давайте отнимем миллион за личные ивенты. Забыли, не успели, проспали, не закрыли. Бывает. Согласны? Согласны. Недельные ивенты закрыли, заработали. Соперник по битве кланов жесткий, мы не играем, минус 500к тоже отнимаем. По ярости тоже сопы очень жесткие, заняли 3 место, к сожалению, проиграли, не получилось. Там мы тоже лям 100 отнимаем. И что в итоге мы получаем? 12 миллионов 400 тысяч рунических монет можно заработать только за 2 мини-асгарда и за личные ивенты. То есть вы клановые ивенты, грубо говоря, вообще можете не играть. Вам главное состоять в клане в Лиге Асгарде, закрыть лички в минике, и при этом вы за неделю сможете заработать 12400 из 15 возможных. Поэтому я бы не стал грешить на рандом, на битвы кланов, на ярости и на все остальное, поскольку основную прибыль нам приносит именно Асгард, мини-Асгард и большой Асгард. Поэтому, ребятки, повторюсь еще раз, тут все зависит только от вас и от вашего желания, активности и всего остального. Дорого ли играть в большом клане, я бы не сказал, поскольку мы не клепаем по 20, по 30, по 100 БТ7, мы клепаем чисто 5 БТ8 и вот на 5, 6, 10 БТ8 в зависимости от недели. И на эти войска мы играем ивенты, и мини-асгарды, и битвы кланов, и все остальные. Да, конечно же, битва кланов, ярости, битва королев, все это зависит от рандома. Хольмган тоже зависит от того, кого рандом в сопы пошлет. Но основную прибыль приносят нам асгарды. Там не все зависит от сопа. Там главное закрыть личные клановые ивенты, заработать. И при этом вы можете довольно-таки неплохо развиваться. Еще раз покажу, за прошлую неделю вы смогли бы заработать 12 миллионов рун монет. Но пускай еще мы отнимем миллион за клановые ивенты. Вот вам еще 11 миллионов. Ну пускай вы не закрыли последние точки на Т8. Еще 4 миллиона отнимаем. Вот. 7 миллионов 400 тысяч вы можете делать в неделю. Это не закрывая даже Т8 в мини-асгардах. Ну, наполовину хотя бы. Как по мне, это довольно-таки неплохо. По миллиону рунических монет в день. Поэтому мы с вами знаем, что за одну неделю яростную мы сможем заработать 15 миллионов рунических монет. Это максимальный показатель. Сейчас у нас неделя большого асгарда, и тут давайте посчитаем, сколько мы здесь сможем заработать. За неделю, как обычно, начинается у нас битвы кланов. Там мы заработаем, как вы знаете, 500к рун монет. Нам с соперниками пока везет, мы победили, забрали 500к рунических монет. Дальше в среду у нас идет мини-асгард. В мини-асгарде, как и в большом асгарде, небесная схватка. Тут у нас 2 миллиона 100 тысяч, по-моему, да? 2 110 даже. 2 110.
И 2-100 плюсуем плюс 8 тир. В большом и в минике награды одинаковые. То есть 100, 600, лям 600, 3 600. Грубо говоря, 5700. Добавляем сюда мини-Асгард 5700. И добавляем сразу же сюда большой Асгард 5700. Поскольку все закрыто, все сделано. 11900 у нас уже есть. Но есть у нас еще в большом Асгарде Т7 и Т4. За Т7 можно заработать, по-моему, всего-навсего 1,5 миллиона рунических монет, если я не ошибаюсь, да. А за Т4, по-моему, 650, если я не ошибаюсь. Последняя точка 350 и предпоследняя, по-моему, 300. 300, ну не предпоследняя, а средняя 300 и да, 650. Все верно. Итого, плюс еще 1,5 миллиона. И плюс еще 650к. Итого у нас уже 14 миллионов рунических монет можно заработать. Это я не считал еще личные ивенты, которые проходят там. Истребление противника, охота на градостроителей, глаз богов Жазда, обучение войск и многие-многие другие. Здесь, закрывая просто эти ивенты, вы будете получать там плюс 80, плюс 100 тысяч, плюс 50 тысяч, в зависимости от самого ивента. Также у нас сегодня идет Хольмганг, битва на островах. Здесь ни много ни мало можно заработать за личное, по-моему, всего-навсего 200к рун монет. Если я не ошибаюсь. Да, 200к рун монет. Если вам повезло, вы выиграли, вы заработаете еще 200 тысяч рунических монет. Мы плюсуем еще 200 тысяч. Итого получается 14250. Еще плюс-минус где-то миллион можно заработать в личных ивентах за неделю. Итого 15 миллионов мы можем заработать за неделю, где у нас большой Асгард. 15 за эту неделю и 15 за прошлую неделю. Итого мы получаем 30 миллионов рунических монет. Вы можете заработать за 2 недели активной игры. Все зависит только от вас и от вашей активности. Конечно же, зависит от СОПа, который попадается вам в Хольме, в БК и в Ярости. Но самая основная прибыль приносит нам, конечно же, мини-Асгарды и большие Асгарды. Я вам показал, рассказал. Поэтому не ленитесь, играйте. Желательно вступайте в большие кланы, которые мини-Асгарды играют в Лиге Асгарда. И там за небесную схватку вы будете получать рунические камни. Мы, к сожалению, большой Асгард играем в Лиге Одина, поэтому здесь рунических камней нету. Ну а мини-Асгарды мы играем в Лиге Асгарда, и там неплохо таки за сезон зарабатываем рунических камней. Ну а так, на своем примере я еще раз вам показываю, как легко и просто за 2 недели активной игры в большом клане можно заработать 30 миллионов рунических монет. Я в свою очередь эти рунические монеты трачу, конечно же, на камни, качаю гарды, становлюсь, развиваюсь, становлюсь сильнее, расту, развиваюсь. Ну и, конечно же, надеюсь, что моя прокачка помогает расти и развиваться моим сокланам и целому клану в целом. Так что, ребятулечки, все, конечно же, зависит только от вас и от вашей активности. Надеюсь, этот видеоролик был полезен для вас. Вы знаете, что нажимать. Всем счастья, здоровья и до скорых встреч. Всем покедова.